Здравствуйте, граждане стендовые моделисты, начинающие, продвинутые и профессионалы. В этом видео рассмотрим интересный материал для моделирования, который называется термопластика. Или, как ее еще называют, полимерная запекаемая глина. Вот перед вами один из производителей, а их много, кстати. Но мне лично больше всего нравится фирма Fimo, как вы видите. Она просто лучше и все. Так, коротко и ясно. Лучше и все, на мой взгляд. В чем суть-то? Это как пластилин на ощупь. Да? Из этого пластилина, грубо говоря, то есть термопластики, можно вылепить то, что вам хочется, или то, что вы сможете. Потом поместить в духовку, запечь, и эта самая глина станет твердой. Прекрасно, прекрасно. Запекать необходимо при температуре 110 градусов, как говорит производитель. Ну или по Фаренгейту это 230 градусов. Вы видите серию «Профессионал». Вот она. Существует серия «Софт», то есть помягче. И существует серия «Эффект». Ну там под мрамор, под песок, прозрачная, с блестками, без блесток. В любом случае вы можете с этим ознакомиться, зайдя на сайт фирмы Fimo. Тут также сказано в инструкции, кажется, здесь пишется, что нельзя превышать температуру больше 130 градусов, потому что эта термопластика перепечется, станет хрупкой, ну и, естественно, не будет пригодна для использования дальнейшего, для эксплуатации, если можно так сказать. Запекать необходимо 30 минут. Но в интернете можно найти информацию, что от 20 до 30 минут. А еще в интернете можно найти информацию, что на каждые 3 миллиметра изделия толщины, да, необходимо потратить 30 минут запекания. Ну вот мы с вами и разберемся, мы для этого и собрались. Посмотрим. Но для того, чтобы что-то запечь, необходимо это что-то вылепить. Так сказать, некоторое время назад, лет 8, мне необходимо было получить цвет один. Вот. И смешивая разные цвета этой самой глины, мне удалось его получить. Но получилась вот такая вот колбасеть здоровая. Хватит надолго. Но вот зелененький цвет мне нравится. Ну, кто-то предпочитает серый, кто-то предпочитает белый. А мне нравится зеленый вот такой цвет. Для того, чтобы с ним работать. Вернее, с ней работать. Ладно, давайте отделим кусок какой-нибудь небольшой. Она старенькая, я уже сказал, лет 8 ей. Хранилась в кульке. Тихо, о, это много, это много. Хранилась в кульке, так что... Но работает. Работает очень хорошо. Это пока в сторону. Эта самая полимерная глина смягчается от теплоты рук. У нас на кончиках пальцев, по-моему, 24 или 26 градусов. Да? Этого достаточно. Но так как она старая, слишком старая, можно применить так называемый смягчитель. Вот он перед вами. Это другой производитель. Фирма Scalpi. Тоже неплохая. Да, тоже производит глину. Но смягчитель мне их тоже очень нравится. Поэтому будем использовать его. Ну, возьмем уже открытый флакончик. Вот так на палец нанесем. Аккуратно. Да? И на глину нанесем. Сейчас он немножко впитается. И начнем разминать. Ну, придется, конечно, силу приложить. Чего не поделаешь. Ну, не такая уж большая сила, но поработать нужно. Пальцы развивает, скажем так. Давай. Грейся, смягчайся. Переборщить жидкости тоже это нельзя, потому что будет слишком мягкая и может просто не стать твердой после запекания. Будет мягковато и все. А нам нужна твердая. Почему твердая? А чтобы в дальнейшем можно было обрабатывать изделия абразивным инструментом. Напильником, там, надфилем, наждачной бумагой и тому подобное. Так, еще немножко добавим. Так, будет нормально, я думаю. О.
начинает, вот нагрелась, прогрелась, да, и начинает быть мягче уже. Ну и плюс жидкость, и плюс температура рук, как говорится. О, ну другой разговор совсем. Вы можете видеть, что пальцы стали чистыми. Так, ну вроде все. Да. Хорошо. Вот фактически кусочек этот наш готов к использованию. Так, для начала нам что нужно вообще вылепить-то? Вот что вылепить? Думал. Ну, давайте представим себе, что у вас диорама или виньетка. Полевая кухня. Да? Естественно, возле полевой кухни должны быть какие-то продукты. Вот давайте вылепим 3 мешка картошки. Ну, а чего бы нет? Один закрытый, другой открытый. Эти два стоят, а один открытый лежит. Прекрасно. Но для начала, конечно, необходимо нам сделать каркас. Такой, как на котором будет крепиться наша, так сказать, скульптура, если можно так выразиться. Проволока медная, диаметр 1 мм. То у нас получается от середины 5 в одну сторону. Да, хорошо. Загибаем. Возьмемся здесь. Вот так. И согнем эту сторону. Нормально, нормально. Хорошо. Две такие штуки у нас есть. Так, мешок у нас имеет размер 90 на 40 сантиметров вообще для картошки. Да? Ну, такой крупный мешок. В 35-м масштабе это будет 26 на 12 миллиметров. Ну, приблизительно. Поэтому сначала наберем, так сказать, массу. Вот так мы ее сейчас сюда. Да, массу наберем. Ну, инструмент для лепки — это вот такая штука, не помню, как она называется. Это у нас игла цыганская, как ее называют. И вот такие вот булавки пригодятся. Забыл показать, кстати. Да? Вот перед вами все. То есть она остывает, становится тверже. Ее иногда нужно вот так вот разминать. Угу. Пока хватит. Так, один есть. Но этот попроще, потому что мы уже видим, какой нам нужен объем. Хорошо. Ну, пока примерно так. Дальше что? Нам нужно картошки вылепить. В полном смысле этого слова. А что ж? Естественно. Сейчас будем катать. Все новинки здесь. Оформляйте предзаказ. Ссылка в описании под видео. Так, у нас клубни какие там?
80-100 миллиметров, да, возьмем без расчета. Ну, такой в среднем. Это 3 миллиметра, 2,3 миллиметра, где-то так. А так у нас сколько? Ну, вот так. Пусть будет так. Итак. Одна картошина есть. Поехали дальше. Вторая. Да, ну, примерно так. Ну и будем вот таким вот образом просто этой картошкой облепливать нашу, так сказать, заготовку. Ну, пока оставим так, как заготовка будет у нас первая, да? Ладно, первую заготовку мы закончили. Теперь давайте приступим ко второй. Немножечко изменим конфигурацию, так сказать, да? Крутанем чуть-чуть, да? Изогнем и крутанем. Ну, в этот раз реже картошечку мы укладываем, чем в первом примере, потому что, мне кажется, тут переборщил немножко, да, с густотой. Вот. Но если что, уберем. Но будем считать, что второй мешочек у нас, вернее, заготовка для второго мешка у нас готова. Да. Почему бы и нет? Примерно так это будет выглядеть пока что. Дальше приступим к третьему мешку, ну, который у нас будет лежать. Возьмем такую медную плиту и прямо на ней сформируем, так сказать, будущий этот самый мешок. Ну, будем считать, что заготовка готова. Ну, давайте сейчас картошечкой его облицуем, так сказать. Поехали, что ли.
Ну, будем считать, что заготовка для третьего лежащего мешка готова. Уже неплохо. Дальше, собственно, сейчас вот так, чтобы они все были, так сказать, в кадре, да. Дальше, собственно, будем, так сказать, создавать мешковину. Ну, то есть, непосредственно ткань, в которой лежит эта вся картошка. Ну, давайте попробуем начать. Для начала смягчим наш материал. Все-таки пусть будет помягче. Да. Хотелось бы. Хорошо. Так, начнем отсюда, да. Ну, по сути дела, первая заготовка мешка с картошкой, в общем-то, получилась. Единственное, что сразу нужно заметить об ошибке, которая заключается в том, что все-таки картошины вот не нужно было размещать так часто. Ну, как вот на втором образце. Или даже еще реже. В любом случае, займемся, так сказать, вторым номером. И по ходу, так сказать, пьесы будем удалять излишние
клубни, скажем так. Ну, давайте приступим, что ли. Ну, в общей сложности можно сказать, что второй мешок у нас готов. Ну, вернее, скажем, заготовка. Так, заготовка. Хорошо, давайте тогда приступим к последнему, третьему мешку. Перед вами такой еще, так сказать, в зачаточном состоянии. Да, ну сейчас тоже сделаем из него что-то интересное. В общей сложности можно считать, что третья заготовка наших мешков готова. Дальше непосредственно приступим к процессу запекания. Но для этого нам необходимо пройти на другое рабочее место, к духовке. Что мы сейчас с вами и сделаем. Что вы сидите? Вставайте, пошли, расселись здесь. Поехали. Интернет-магазин для моделистов Hobby Link Japan. Работает по почте с 1995 года.
представляет на своих страницах 40 тысяч наименований, в том числе новинки, на которые можно оформить предзаказ. Интересным предложением магазина является услуга «Личный склад», которая предоставляет возможность хранить покупки и получить приобретенное одной посылкой. Отдельно может порадовать раздел масштабного моделирования, где представлен широкий список производителей моделей. Гражданская автомототехника, авиация, флот, бронетехника, военно-историческая миниатюра. И все это во всевозможных масштабах. Кроме вышеперечисленного, здесь можно найти краску, фототравление, декали, конверсионные наборы, инструмент и сопутствующую оснастку. Воспользуйтесь ссылками на страницы магазина в описании под видео. Заходите, выбирайте и приобретайте то, что вам нужно. Тем самым вы окажете помощь данному каналу Igmar TV Scale Models. Итак, мы на месте. Перед нами электрическая духовка. Ну, название вы можете прочесть самостоятельно. Давайте обозначим размеры, чтобы вы имели представление. Итак, у нас получается длина 33,5 сантиметра. Высота у нас получается 19,5 сантиметров. Ну и глубина здесь 20 сантиметров. Вот такой вот небольшой, компактный бытовой прибор. Мы видим здесь два лимба. Верхний лимб задает температуру, а нижний лимб задает время. Ну и сигнализатор сети, да, такой цветовой. Внутри есть вот такая вот решеточка. Вот за нее лучше не попадать, не надо. Ну так, к слову сказал просто. Она нам пока не пригодится, поэтому назад отложим ее. И есть вот такой поддон. Вот он перед вами. Да, снизу тен нагревательный и сверху тен нагревательный тоже. В этой модели нет возможности включать тены по отдельности или вместе. То есть, а в некоторых моделях есть такое. Вы можете включить верхний тен, можете включить нижний тен, а можете включить сразу два тена. Здесь такого нет. Нам понадобится, конечно же, градусник стороннего производителя, любого. Обязательно. Даже если в модели есть встроенный градусник, все равно применять отдельно градусник просто необходимо. Почему? Вот данная духовка имеет некую особенность. А именно, вот допустим, поставим мы 110 градусов наших, да? Допустим. Вот он. Когда начинается разогрев, то по каким-то причинам температура поднимается аж до 150. А потом со временем опускается до заданной. Этот момент нужно учитывать, потому что производитель рекомендует пластику свою запекать при температуре 110 градусов. И есть предположение у некоторых моделистов, что изделие, так сказать, скульптуру необходимо ставить в холодную духовку и вместе разогревать. Но мы же помним, 110 градусов всего-навсего запекания. А температура может подняться так высоко, что ваша работа просто сгорит. Ну, она может перепечься, она может подгореть в полном смысле слова и растрескаться. Естественно, все пропадет. Поэтому будем действовать, как рекомендует производитель, а именно помещать вашу скульптуру в разогретую духовку. И вот эта особенность очень важна. То есть вначале она перегревается, а потом температура становится на место. Ну, ладно. И вторая особенность, очень важная. Вот данная модель имеет минимальную температуру 70 градусов. Есть 60, есть 80 такие модели. Но подавляющее большинство таких духовок начинают свою температуру от 100 градусов.
И вот тут может быть небольшая проблема. Какая? Ну, вы же понимаете, что это не лабораторная печь, там высокоточной температуры для экспериментов. Еще раз повторюсь, обыкновенный бытовой прибор. И может быть погрешность. А погрешность может быть целых 20 градусов. Теперь давайте посчитаем. У вас минимальная температура 100 градусов. Нам необходимо запекать при 110. А погрешность 20 градусов даст 120 градусов. Это уже многовато. То есть меньше поставить уже будет невозможно. Поэтому могу вам рекомендовать выбирать духовку с минимальной температурой там, 60, 70, 80 градусов, чтобы был запас. Это очень важно. Итак, ну вроде как все объяснил, все рассказал. Да? Ну давайте будем приступать потихоньку. Помещаем градусник в духовку. Поставим его так, чтобы он находился посередине, между задней стенкой, ну и, так сказать, дверцей, в данном случае стеклянной. Сейчас зададим температуру 110 градусов. Вот у нас. Да? Ну и пока поставим времени 10 минут. Пусть разогревается. Вот загорелся сигнализатор наш. Ну, будем ждать, пока прогреется. Ну, а для вас время пролетит, естественно, незаметно. Итак, в нашем случае произошло все наоборот. Потому что минут за 8-10 мы получили такие 110 градусов. А дальше температура стала падать. Теперь она у нас 100 градусов. Давайте тогда подкорректируем. На лимбе 110, а выдает 100. Чуть-чуть поставим больше. И посмотрим дальше, что будет. Потому что 100 градусов маловато. Как уже говорил, по-моему, производитель пластики говорит о том, что погрешность плюс-минус 2-3 градуса не страшно. То есть, либо 107-108, да, либо 112-113. Лучше 113-112. Так будет лучше. Ну что, ждем опять. Потому что 100 градусов этого мало. Чуть-чуть падать опять стало, да? Ладно. Погружаем наши изделия. Естественно. Нужна перчатка, вернее рукавица, чтобы не обжечься. Открываем. Поддон немножко выдвигаем для удобства. Да? И вот наше счастье, которое мы, так сказать, долго готовили, изготавливали. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, спокойно. Ставим в центр тоже. Вот так. Задвигаем. Все. Естественно, мы открыли дверцу, и температура немножко упала. Но думаю, что она, так сказать, поднимется. А хотя можно и чуть-чуть добавить. Еще 10 градусов. Задаем полчаса. То есть 30 минут. Да. О. И ждем. Но без наблюдения не оставляем. Поглядывать нужно. Итак, сигнал прозвучал, что все закончилось. Температура все-таки гуляла немножко. Поднималась, опускалась. Приходилось лимбом чуть-чуть ее корректировать. Плюс 10 градусов, минус, плюс-минус за эти полчаса. Производитель рекомендует, чтобы пластика остывала вместе с духовкой. То есть не стоит ее сейчас вот сразу изымать, и чтобы она остывала вне, скажем, камеры. Да? Поэтому давайте подождем, пока все остынет. И духовка, и пластика, естественно. А потом посмотрим, что у нас получилось. Опять ждем. Немного, но ждем. Итак, все остыло. Можем смело теперь изымать наши мешки. Да? Ну вот, получилось тут кое-что. Можете видеть. Оно не должно упасть. Оно немножко прилипшее такое, скажем так. Ну что ж, давайте пройдем на наше основное рабочее место и посмотрим, что у нас получилось. Самому очень интересно.
Пошли. Результат вы видите. Кстати, забыл сказать, что вместе с мешками, которые мы вылепили, запекался еще кусочек глины, с которой мы работали, чтобы, так сказать, проводить эксперименты. Вот сейчас мы должны проверить в первую очередь твердость. Потому что уже говорилось, что это заготовки всего-навсего. Эти заготовки необходимо будет обрабатывать абразивным инструментом. И вот, может быть, твердости недостаточно, чтобы производить подобную обработку. Ну и давайте, собственно, и приступим к этому. Возьмем небольшой такой бор алмазный, да, какой выберем, вот этот в центре который. И попробуем осуществить опиливание. Во-первых, давайте нажмем ногтем, да, сначала. И посмотрим, что там. О, ё-моё. Она мягкая. Видите? Мягкая. Ладно, давайте попробуем попилить. О. Вообще ничего не снимем. Нет, чуть-чуть, но это нет, это не годится, конечно. Не опиливает, то есть забивает, елозит, забивает бор, алмаз. Это говорит о том, что 30 минут запекания недостаточно, к сожалению. Что будем делать? Выход очень простой. А давайте ради эксперимента запечем еще целый час. Поставим в духовку, пусть себе там час печется, и посмотрим, что будет. Ладно, не будем затягивать. Пройдем обратно к духовке и осуществим задуманное. Пошли. В общей сложности наша глина провела в духовке 1,5 часа. Сейчас попробуем на твердость. Стало ли тверже? А ну-ка. Да. Ну, конечно же, вы понимаете, что это не металл и даже не эпоксидная смола, но все-таки уже гораздо лучше. Попробуем, так сказать. Ага. Съем есть. Ага, есть съем. То есть опиливается. Так, а мешочки наши опиливаются? Ага. Опиливаются. Есть, да. Ну, то есть можно уже обрабатывать абразивным инструментом. Что неплохо. Хотя, думаю, что и 2 часа можно запекать, а то и 3 часа. И ничего страшного не произойдет с этой глиной. Она просто станет тверже и будет еще лучше обрабатываться абразивным инструментом. Потому что это заготовки, как говорилось. Да? Их нужно почистить, там, ну, в общем, привести в порядок, скажем так. Давайте отделим, что ли. Отделяется легко, вы видели. Ага, а тут немножко пристало. Да ну, серьезно? Ну, ничего страшного. Так, один мешочек, второй мешочек. Здесь может быть сложнее, потому что картошечка может не отделиться. Ну как, отломаться. Там площадь соприкосновения маленькая совсем. Давайте попробуем ее лезвием, да, поддеть. Поддели. Аккуратно. Аккуратно. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Есть. Теперь сам мешок. Ого. А это да. О, ну, отделился. Прекрасно. Ну вот так.
это выглядит. По диагональке так их положим, чтобы было видно. Ну, вот таких вот 3 изделия из полимерной глины мы с вами и сделали. Производитель рекомендует после запекания оставить термопластику, так сказать, в покое на 24 часа. То есть за это время она полностью там остынет внутри, приобретет заложенные в нее свойства. Так и сделаем. Процесс вы видели, как пользоваться полимерной глиной, как ее запекать. Было рассказано, на мой взгляд, подробно. Рассказано и показано подробно. Заходите на канал, подписывайтесь на канал, смотрите видео, делитесь, пожалуйста, ссылками на видео канала с вашими коллегами. Спасибо вам за внимание и до новых встреч!